Вообще, первоначально, когда я услышал работу этого мотора, я сказал сразу, этот мотор не жилец. Но когда я еще и увидел его в работе, мне вообще стало страшно, потому что высокая температура, раскаленные коллектора, там просто ужас. Ну, то есть Купер для нас просто как бы спаситель. Мы, наверное, уже теперь ни за что не уйдем на другое масло. Зовут Ариэль, фамилия Маркин. Работаю в бумажной мануфактуре, город Смоленск. Мотористом по обслуживанию генераторной установки на базе двигателя ЕМЗ 80503. Ярославский моторный завод, индустриальный двигатель, специально сделанный для именно электростанций такой мощности. Это как бы дизельный вариант двигателя, но для этой электростанции мотор переделан на метан, на природный газ. То есть он уже не дизельный, а у него система зажигания, свечи вместо форсунок. Объем у него 27,5 литров, даже чуть больше, по-моему. Диаметр поршня 140, ход 140, 12 цилиндров. Ну, довольно-таки интересный мотор. Мы сами генерируем электричество в сеть. Вот. Ну, у нас потребление там в районе 400 с чем-то киловатт. Мы генерируем в среднем 250, чуть больше 280. Этим уменьшаем расходы на электроэнергию. Хорошая вещь. У нас проблемы были в первую очередь с температурой этого двигателя. Температура двигателя постоянно была высокой. Особенность эксплуатации: в случае проблем с электросетью мотор, работая практически на 80% мощности, резко глох. И это вызывало перегрев всего абсолютно полностью. То есть у него высокая температура приводила к тому, что у него светились коллекторы, и если он глох по причине броска сети или там еще какой-то проблемы с сетями электрическими, защита срабатывала на то, чтобы заглушить его. Закрывались жалюзи, температура внутри, вентиляторы отключались, поднималась температура до 136 градусов в закрытом контейнере. Это вообще недопустимо для моторов любых. Ну, просто что исполнение северное и программирование было для северного варианта. Скорее всего, причина была в этом, потому что все вентиляторы отключались, и радиатор у нас на 850 по теплотворности 850 киловатт, то есть он такой серьезный. Он очень много отбирает мощности тепловой. И он не справлялся. Первоначально масло было КАМАЗовское, затем мы нашли уже специализированное масло для генераторных установок на газу. Это ГЕО 404. На нем получше было, но он не выдерживал высоких температур, взорность высокая. Плюс сама установка, она сделана таким образом, что масло не успевает поступать в самой дальней точке. Мотор огромный по длине и по весу, и по габаритам. Вообще он гигантский мотор по сравнению с другими. И если мы запускаем мотор, то через 10-12 секунд, а иногда даже и больше, только тогда начинает появляться давление. Нет никаких насосов подкачки, какие стояли раньше на таких же моторах, только колесного варианта. А здесь вот упростили индустриальный мотор, посчитали, что это не нужно. Ну, именно на этом моторе ситуация, говорю, возникла такая, что каким-то образом нужно было стабилизировать температурный режим, но не выдерживало масло. Мы привезли масло. Когда Роснефть прекратила выпуск этого масла ГЕО для электростанций на газу,
Вот. Мы попробовали поискать какой-то заменитель, но это все нужно было срочно. Там снабженцы выбрали масло, оно оказалось вообще там со смешной ценой, 40, я помню, 42 тысячи бочка. В итоге мы все, как говорится, на скороту его залили, хотя я был против. Результат был очень плачевный. Мы получили сгоревший поршень, детонацию, в общем там. И вообще пена вместо масла. Мы так и бочка и стоит, мы даже ее больше никуда не трогали. Так она и осталась у нас. И встал вопрос о масле. И вот тут я вспомнил Купер. Еще в далеких там 2000-х годах, не буду точно говорить, в каких годах, на соревнованиях нижегородцы, по-моему, на УАЗике применяли и говорили нам о Купере, о каких-то там ионах меди и прочем, и мы как бы с ними заинтересовались, потому что было видно, что их моторы не греются. Автокросс — это как бы показатель именно термической стойкости моторов, именно температурного режима, потому что сложная трасса, температуры. И когда они просто выезжали на ура, самые первые, все забрали призы, и у них мотор не кипел, ничего, и мы увидели, что весьма интересно это масло. Как-то запомнилось это, прямо удивило даже. Я обработал свой старый мотор на своей замученной приоре, на которой там уже, не то что делать, там вообще ничего нельзя было делать, она масло ела ведрами. И у меня расход масла на ней уменьшился, наверное, в общем, с 1,5 литров до, наверное, половину. И тоже благодаря Куперу. Да, кстати, я тоже это повлияло, потому что я тоже, когда заинтересовался более подробно Купером и хотел подобрать именно масло, которое подошло бы нам, но я увидел этот репортаж, и мне вообще заинтересовало, как он там. Я знаю, что на реках там течения эти сильные, там этот корабль этот должен работать там супер-пупер надежно. И меня это еще это сподвигло. То есть репортаж его на меня здорово повлиял. Я видел, что... И я даже уверен был сразу, что такой же эффект и будет. Стали применять Купер, у нас сразу же буквально, в течение нескольких дней я увидел снижение температуры, до рекордных 10 градусов. Температура охлаждающей жидкости снизилась, здесь такого нигде не было. Да, я согласен, снижение трения там и прочее. Плюс у нас был опыт, аккумуляторы приходилось менять, раз в 10-11 месяцев. Фактически на год не хватало даже их. Первые аккумуляторы вообще быстро поменяли, вторые чуть меньше года. Как перешли на Купер, у нас проблема с аккумуляторами пропала. У нас крутит стартер как сумасшедший. Трение это снижается очень заметно, очень заметно. Стабилизация оборотов тоже заметна. То есть Купер для нас просто как бы спаситель. Мы, наверное, уже теперь ни за что не уйдем на другое масло. У нас стружки уже нет, я не знаю, я уже забыл, наверное, это, уже... вот как на Купере поехали, так стружки не стало. Причем каждый раз скрывали фильтра, разрезали их, там выворачивали наизнанку. У нас такие тряпичные фильтра, синтепон там и прочие какие-то там эти. И я тщательно смотрел, изучал, есть стружка или нет, какого там, хотя бы это. Теперь этого нет вообще. У нас повреждения, задиры были на новом двигателе, оси коромысел, задиры получали буквально до 2000 практически не было, уже были задиры. Сейчас у нас этого вообще нет, мы не страдаем этим. Хотя масло не поступает первые секунды вообще. Слышно даже это по двигателю, что у нас жестко работает, потом хоп, сразу давление пошло. На мониторе видно, что давление есть, присутствует. То есть голодный этот паёк при старте, он присутствует и ярко выражен у этого двигателя. Большая длина, 6 цилиндров в ряд. Сначала там масло идет назад двигателя, а потом с задней крышки уже поступает по каналу вперед до передних цилиндров. Здесь же у нас еще была какая проблема? У нас
не было стабильного уровня масла на всех предыдущих маслах. Я не имею претензий к Роснефти вот этому маслу, но вот оно хорошее масло, но, во-первых, уровень масла просто улетал в трубу. Иногда дело доходило до того, что если какие-то повреждения поршневой могли возникнуть, там, я не знаю, там, залечь кольца, это тоже запросто на том масле могло быть. Хотя, не знаю, каким это образом вообще на генераторной установке может произойти. Сейчас у нас вообще нет потребления масла, даже если говорить конкретно, то у нас вот основная проблема этого мотора, у него прогар клапанов. Ну, не прогар клапанов, сгорает седло. С прогоревшими клапанами на старом масле у нас масло улетало в трубу. У меня дымило через выхлопушку на крыше белый столб дыма. Масло горело. Это масло не горит, дыма нет. Расход уменьшился настолько, что, ну, если честно, можно 10 дней подходить, проверять уровень на работающем двигателе по маслодоливному бачку. У нас стоит специальная система, которая автоматически держит уровень в поддоне, и специальная емкость снабжает этот дозатор. И можно не смотреть уровень по щупу, а просто открыть горловину этого маслозаливного бачка, в котором там где-то в районе 15 литров, и убедиться, что уже за 10-е сутки, ну, пускай там чисто символически ушел сантиметр всего лишь. Для такого мотора, на котором по 10 литров в сутки это нормально было на предыдущих маслах, это, будем говорить, с малым пробегом, то сейчас у нас пробег 12 тысяч моточасов, ну почти чуть меньше. У нас нет расхода масла. Я вот эту последнюю бочку вообще вот, практически, ну, если только подтекание. Вот подтекание, да, здесь, к сожалению, это, да. У нас форсунка открывается сразу же на первых оборотах, причем их 12, и они скидывают полностью давление. Если у нас, когда обломалась форсунка, у нас вообще мотор упал. А давление какое было у нас, даже когда еще форсунка не сломалась. На тех маслах, я могу сейчас сказать, на КамАЗовском 2,9, 3,2. Нам сказали, это нормальное давление. Ну как оно нормальное, я не знаю. На Роснефтевском давление уже было 4,1, 3,6, 3,5, но ниже 3 не опускалось. Это уже хорошо, но хотелось же выше давление. Хотелось же выше давление. Кто не понимает этого, что нужно давление чуть повыше, не держать его двойку, не использовать там электронные насосы. Нужно нормально хорошее давление. Для такого мотора обязательно. Это не легковой автомобиль. Продавить такие каналы, тут каналы огромные, много очень, длинные. Очень серьезные претензии к этому маслу должны быть. И вот я говорю, выиграл Купер. Вот Купер просто сел и выиграл. О цене вообще никакого вопроса не было. Даже когда я пришел, мне шефы говорят, ну что, это хорошее масло? Я говорю, да, мы на нем поедем. И сейчас я им всем говорю, мы едем благодаря этому маслу. Так, поехали, стартер.